Новое обновление от Midjourney, благодаря которому теперь можно создавать одного и того же персонажа в разных ситуациях, в разных стилях, в разных образах. Это открывает абсолютно новые горизонты применения ИИ, как я и обещала в этом видео. Я не только покажу вам, как пользоваться этой новой функцией, но и расскажу, как это может быть актуальным для вас, а именно как это обновление можно использовать в коммерческих целях. Ведь когда ты теперь не просто можешь создавать картинку по промпту, а ты в буквальном смысле можешь ее контролировать, создавать одного и того же персонажа в разных ситуациях, один и тот же объект в разных стилях, иконки, значки. Это как иметь своего персонального художника, который тебе за минуточку нарисует то, что тебе надо. Мне в этом видео было важно показать вам реальное применение этой функции в жизни, которые действительно работают. Ну и, конечно же, покажу лимиты, что с помощью них делать еще не получится, чтобы вы не тратили время и нервы зря. Забегаю наперед, очень много классных возможностей появилось, рекомендую всем ознакомиться. Будем идти по порядку в этом видео разные коммерческие применения. В конце, кстати, расскажу, как мои друзья уже применяют это в своих целях, потому что, не забываем, у меня фильм, индустрия, бэкграунд. У меня все же остались друзья, которые в сфере кино, и они занимаются профессионально тем, что они организовывают съемки моделей, чтобы потом эти фотографии либо продавать на стоке, либо продавать бизнесом. И сейчас они перешли на Midjourney. Что они именно делают и что она им теперь заменяет, тоже в конце расскажу. Окей, начинаем. Для начала разберем, как вообще эту функцию включить, как она работает, как она называется. Называется она в Midjourney Character Reference, которая позволяет нам копировать нашего персонажа. Как ее включить? Когда мы заходим в Midjourney, первым делом мы, как обычно, пишем у нас /imagine prompt. И далее, вторым делом, мы уже пишем сам промпт. И в этом промпте что нужно указать? Тут очень важно описать именно того персонажа, которого мы хотим копировать. Меня в случае, либо какую-то девочку, либо какую-то бабушку, четко описать, как она выглядит, какие у нее волосы, какие у нее глаза, какое телосложение, возраст и в какой сцене вы хотите его видеть. Мы пишем это в промпте. Далее мы пишем две линии, cref, то есть character reference, и вставляем пробел, и вставляем ссылочку на наше изображение, которое мы хотим скопировать. И далее по желанию после ссылочки можно также указать команду CW и число. Эта функция, она у нас отличает как раз за вес нашего референса. То есть мы хотим, чтобы она у нас полностью скопировала этого человека, и одежду, и волосы, и как она выглядит, либо мы хотим, чтобы она оставила только лицо, но она могла свободно менять одежду, тело и так далее. Это, кстати, очень много классных применений, сейчас я немножечко ниже покажу. А так у нас значение можно указывать от 0 до 100. Если же мы не прописываем эту команду, то применяется значение 100, то есть означает, что он ее скопирует полностью, и одежду, и стиль, и так далее. Окей, приступаем к практике. Первое коммерческое применение ее, это у нас будет создание виртуальной фотосессии. Это самое важное, в принципе, самое актуальное ее применение. То есть тут уже вы можете применять эту функцию абсолютно для разных сценариев. Это может быть для каталогов на сайтах, где нужны одинаковые люди просто в разных ситуациях. Это может быть виртуальные инфлюенсеры. Вы, возможно, видели вот этих девочек, которые зарабатывают там от 10 тысяч долларов в месяц, как говорят их создатели, благодаря тому, что бренды покупают у них рекламу. Также это может быть предложение для бизнесов, виртуальные модели, которые продвигают их продукт, либо создание и предложение фотосъемок виртуальных для людей. Окей, за референс я взяла вот эту девушку со стока, у нас free pick, и сейчас, загружая фотографию в Discord, покажу, какой промпт я использовала. Кстати, промптом я поделюсь ниже. И вот такой вот промпт я прописываю, пишу: создай изображение молодой девушки, которая радостно позирует на фоне пурпурного градиента. Она выглядит естественно, с легким макияжем и свободно распущенными волосами. Ее наряд должен быть casual, модным, выполнением в нейтральных тонах, чтобы контраст был с пурпурным фоном. На ней должны быть минимальные аксессуары, например, изящное ожерелье. Освещение на изображении должно быть мягким и рассеянным, чтобы избежать жестких теней. И вот что у меня получилось. Смотрим, опять же, сравниваем. Девочка у нас, которую мы взяли за референс, это же девочка, только в других позах. Если честно, если бы я увидела эту же девочку, я в жизни не подумала, что сгенерирована нейросетью. Классно работают руки, поза, лицо. Все, что надо, добавила легкое ожерелье. Единственное, конечно, что здесь вот не совсем получилось мягкий рассеянный фон, а получилась жесткая тень. Но это первый результат, и уже здесь 3 фотографии, которые я спокойно могу использовать этой же девочки. Теперь я попробую поиграться с разными значениями CW, чтобы показать вам, как будет изменяться модель. У нас до этого стояла CW100, где нейросеть должна была повторить в точь-в-точь изображение. Теперь ставим на CW30, и мы здесь уже видим, лицо остается то же самое, но нейросеть уже у нас меняет само тело. Когда поставила CV0, где она полностью может фантазировать с этой девочкой, соответственно, поменялись образы одежды,
Опять же, меняется немножечко форма тела, то есть на второй фотографии у нас уже грудь побольше, на всех фотографиях у нас разная одежда и так далее. То есть по результатам видно, что когда я уменьшаю значение CW, то сама девушка, она не особо меняется, а вот ее форма тела и одежда меняются. При более высоких значениях CW у нас девушка и внешность остается все неизменным. В обоих случаях у нас сохраняется лицо. Теперь попробуем поменять этой же девочке фон. И здесь я оставляю аналогичнейший промпт, только меняю сам фон. То есть вместо того, чтобы она стояла на фиолетовой стене, мы теперь прописываем, что она теперь позирует на фоне красивого пляжа. И вот такой вот результат мы получаем, то видим, что лицо, форма тела, она осталась неизменной, но поменялся сам фон, на который мы и просили. Выглядит очень неплохо с первого раза. Конечно же, присутствуют разные артефакты, но это можно корректировать благодаря просто большему количеству генераций. То есть мы видим, что классно, виртуальные фотосессии одной и той же модели работают отлично. Возможно, вопрос, который у вас возник, именно если я хочу создавать виртуальные фотосессии, я не могу, чтобы девочка была в одной и той же одежде везде. Правильно, логично. И как раз на эту помощь мы можем использовать функцию CW, благодаря которой она будет оставлять само лицо, но будет изменять у нас одежду. Да, в некоторых случаях будет менять форму тела, но это можно легко исправить, если вы просто будете сгенерировать большее количество изображений, то есть у вас будет больше выборки. Допустим, сейчас попробуем сгенерировать фон для водопада этой же девушки. И промпт оставляю почти такой же, немножечко его меняя. И CW я ставлю на 40. И таким образом я вижу, что у нас это осталась та же девочка, но вот ее одежда, благодаря CW значению 40, где я даю нейросети фантазировать и подбирать одежду нужную под определенный фон, она уже меняется. И здесь у нас не простая маечка, а здесь у нас одежда как раз вот для водопада, возможно, для такого путешествия к водопаду, так скажем. Да, на второй фотографии у нас какая-то получилась нелепая немножечко грудь, но все три остальные фотографии получились замечательно, особенно первая мне вообще очень сильно нравится. Теперь давайте заставим девочку что-нибудь прорекламировать. Ведь в коммерческих целях у нас очень часто заказывают модели именно для того, чтобы она взяла определенный предмет и его прорекламировала. Как это можно здесь сделать? Я хочу, чтобы наша героиня сейчас взяла у нас флакончик с парфюмом и позировала в разных позах с ним. Такой подход вы уже можете предлагать брендам для продвижения своих продуктов. Мы оставляем почти тот же промпт, немножечко его меняя. То есть создайте гиперреалистичное изображение молодой девушки в позе с радостным выражением лица, легким естественным макияжем, свободно падающими волосами, как и было. Она стоит в расслабленном позе уже на фоне синего градиента, держа в руках бутылочку популярного парфюма. Промпт остается у вас одинаковый. CW20 получилась вот такая вот фотография. Классно, единственное, что смотрим на ручки на первой фотографии и на второй, и на третьей у нас немножечко страдают. Все остальное супер классно. CW100, она у нас в той же маечке, которая была, в принципе, на первой фотографии, но с руками тоже, как мы видим, иногда у нас беда во многих случаях. Оставила на CW100, чтобы посмотреть другой вариант, и мы видим, что на первой фотографии у нас уже получился очень крутой результат. В таких ситуациях, конечно, нужно будет использовать еще поверх Photoshop, то есть это уже будет больше комбо Photoshop с вот этой функцией Midjourney и поставлять духи. И опять же, как мы видим, то есть мы, не меняя промпт, просто регенерируем заново и заново, и у нас какие-то варианты получаются очень даже интересными. Кстати, чтобы сгенерировать у нас сразу же несколько вариаций, мы в конце можем добавить R и количество вариаций, и тогда мы можем увидеть по одному и тому же промпту несколько вариаций, что я, в принципе, сейчас и сделала. Кстати, еще вот крутая фишка, например, если нам понравился какой-то сгенерированный вариант, например, вот такой вот, и чтобы скопировать его стиль изображения и не прописывать в промпте отдельно внешность, можно просто использовать следующее. То есть в промпте мы пишем: девушка читает книгу на фиолетовом градиентном фоне. Далее мы можем прикреплять нужную нам фотографию, то есть стиль нужной нам фотографии через крив, исходный референс. А затем мы пишем команду see reference, то есть смотри на референс, и вставляем ссылочку фотографии, стиль которой нам понравился. И вот, например, я использовала эту фотографию как стиль, а саму девочку наш изначальный референс. И вот такой вот результат у меня получился. Выглядит уже куда более круто, и тоже с пальцем у нас проблем здесь нет, особенно на второй и четвертой фотографии. Эта функция будет полезна тем, кто не совсем любит работать с промптами, не совсем умеет писать промпт. Вы теперь просто можете брать за референс тот стиль, который вам нравится, чтобы его не описывать. Окей, с людьми разобрались, вы увидели на себе результаты. Я лично довольна этой функцией Midjourney, что касается людей. Она действительно классно копирует образы. И открывается множество вообще вариаций в коммерческих использованиях, тех же фотосессий дома, тех же использований моделей для бизнесов и так далее. Разберем второй вариант монетизации, а это будет клонирование нужных нам персонажей или предметов, или сцен.
Это может быть как с платных стоков, то есть мы можем брать какое-то самое популярное изображение со стоков, его копировать, делать множество вариаций и потом продавать паками, либо же наоборот, мы можем делать классные изображения, классные сцены, персонажи и потом продавать это на стоках. Расскажу вам на своем примере, я недавно делала сайт для интенсива, и там мне нужно было множество вариаций разных роботов. Так вот, на стоковых материалах с этим очень большая беда, обычно есть 2-3 примера и все. И как бы 2-3 одинаковых робота. А тебе нужно для сайта. У меня там было несколько страниц. И хотела, чтобы роботы, один и тот же робот просто был в разных стилях. Очень долго мучилась этой функцией, поэтому я попробовала ее в Midjourney. Сейчас вам покажу, как она работает. Например, у меня вот был вот такой вот ботик, и мне нужно было создать его только в разных стилях. Пишем: суперреалистичная картинка позированного бота, который стоит на белом фоне и показывает популярные жесты. И вот что у нас получилось. Заметим, что я взяла очень сложного бота, где очень много разных деталей, линий, прокрасочек. И, конечно же, он у меня не получился уже таким, как я бы хотела. Да, это похожий бот, но не точно такой же. В случае, если с человеком там не так много деталей, в принципе, ему нужно поменять только лицо, то здесь у нас очень много линий, и он с ней справился уже не так хорошо. Но если мы говорим за какие-то более простые вещи, как, например, компьютер, либо, как, например, какие-то фрукты, либо персонажи для книг, то там не будет так много деталей, и он с ними справится лучше. Третий пример монетизации – это будет у нас генерация паков разных иконок для сайтов. Это можно применить как для оформления своего собственного сайта, как для оформления своей странички в соцсетях, тот же Instagram, тот же Telegram-бот, например, где у нас будут иконочки все в одном и том же стиле, что было ранее боль в Midjourney. По какому принципу это нужно делать? Мы вначале генерируем какую-то одну иконочку, а далее с помощью как раз копирования стиля изображения мы генерируем похожие иконочки на этот же стиль. То есть, например, вот я генерировала лупу. Создай иконку лупы в минималистичном стиле с использованием пастельного цвета Барвинка. Вид спереди. Дизайн должен быть модным, выполнен в программе Blender с использованием студийного освещения. Внешний вид ультраминималистичным с мягкими тенями, деталями высокой точности, отражающей поверхность тонкой текстурой и чистым фоном. И вот такая вот лупа у нас получилась. И теперь, чтобы скопировать ее стиль, мне достаточно написать тот же промпт, вставить у нас крив и ту же ссылочку на нашу лупу. И у нас вот получилась вот такая вот лупа, только уже разные ее же вариации. И теперь, используя тот же вариант, мы теперь сделаем только звездочку, то есть какую-нибудь новую иконку, скопировав у нас стиль самой лупы. Пишем новый промпт и вставляем уже в крив наш референс нашей лупы. Получаем вот такую вот новую иконочку звездочки. Или, например, иконка для часто задаваемых вопросов. Вначале просто генерируем иконочку часто задаваемые вопросы, потом копируем же промпт, чтобы он повторил стиль, и он нам сгенерировал несколько других вариаций этой же иконочки. Классно, круто, то есть вам достаточно сгенерировать одну классную изображение иконочки, которая вам понравится, и далее просто копировать ее в стиль, чтобы делать новые иконочки в этом же стиле. Четвертый пример монетизации этого примера будет генерация сцен для предметной съемки. То есть, к примеру, у вашего клиента есть продукт, и вам нужно просто под него теперь сгенерировать соответствующую атмосферку, чтобы не идти с этим продуктом в студии, а сгенерировать все самому. Единственное, что для этого, конечно же, потребуется потом еще в Photoshop, чтобы это все объединить. Кстати, изначально задумка была другая, то есть я сначала хотела просто взять какой-то продукт и поместить его просто под разные сцены. Но это не получилось, потому что, например, я сгенерировала вот такой вот плеер, я хотела этот же плеер подставить просто в разные другие сцены, но менялся полностью плеер, то есть это уже был не такой плеер, который был изначально. То есть это вроде бы похоже, но это ведь товар, и он не может быть разным, он должен быть одинаковым на каждом изображении. Соответственно, кнопочки должны все сохраняться, и Midjourney с товарами уже не справляется. Если в случае с человеком он оставляет его таким же одинаковым, то в случае с товарами он их, к сожалению, не копирует. Вот, например, я пыталась загрузить недавно вышедший гаджет Rabbit One, попросив его просто подставить его к разным фонам, и вот что у меня получалось, то есть он полностью менял дизайны. В принципе, если какому-то бренду нужно ребрендинг и попросить Midjourney сгенерировать разные вариации того или иного продукта, это сработает классно, да, тут уже как вы будете предлагать такую услугу. И вот когда я поняла, что Midjourney с этим не справится, на ум пришла другая идея, а почему бы тогда не использовать Midjourney для генерации самих сцен для продуктов, а потом просто в Photoshop легко подставить нужный нам продукт. К тому же много подобных таких подиумов я видела на стоках.
Окей, вот что у меня получилось. Я написала вот такой вот промпт, что создай фотореалистичный шаблончик для продуктного подиума с минималистичным стилем, который будет подходить для шоукейсинг любого продукта. Фон у нас будет фиолетовый, подчеркивая люксовый и модерн стиль. И вот такие вот варианты подиумов у меня получились, довольно-таки неплохие. Опять же, здесь было написано фон для любого продукта. Если уже с какой-то определенный продукт, он, соответственно, сгенерирует подходящий подиум для того или иного продукта. Ну и в конце, как я обещала, расскажу, как мои друзья монетизируют теперь Midjourney, ее данную функцию. Они используют Midjourney для создания реалистичных фотографий людей, которые потом загружают на стоки. Это может быть группа людей для определенной косметической продукции. Это может быть для одежды, но больше всего, кстати, пользуется спросом именно для косметических брендов. Вот, например, парочку фотографий, которые было сгенерировано в Midjourney. Классные, реалистичные фотографии, которые, кстати, подходят не только для косметики, они могут подходить и для бренда одежды, и для какого-нибудь здорового питания. То есть такие фотографии, они пользуются спросом на стоковых рынках. И если ранее все вот эти фотосессии нужно было реализовывать самостоятельно, то есть нанимать актеров, студии, операторов, это все очень небюджетно, скажу по секрету, то сейчас они сказали, что Midjourney закрывает часть таких съемок, что значительно экономит бюджет. И подведем итоги. Я сгенерировала просто огромнейшее количество изображений, тестировала людей в разных вариациях, в разных стилях. Это у нас были стоки, это у нас были иконочки, это у нас были подиумы. И больше всего мне понравилось, как эта функция работает непосредственно с людьми. Прогресс уже очень есть, и это только первая версия нашей Midjourney, которая будет только улучшаться и улучшаться. Поэтому лучше всего из этой функции у нас подходит как раз коммерческая идея по реализации виртуальных фотосъемок, либо созданию инфлюенсера, потому что если ранее для создания такого инфлюенсера требовалось Stable Diffusion, требовалось его обучать, то есть это был довольно-таки трудоемкий процесс, то сейчас Midjourney это может делать просто в клике. Насчет вариаций со стоками, это тоже подходит. У меня мои друзья это используют. Единственное, что стоило бы вас предупредить, что, конечно же, если вы будете использовать это на стоках, то это не одна-две картиночки, а это должно быть прям паками, там, сотнями фотографий, которые вы загружаете на эти стоки. Только в таком случае это может быть для вас выгодно. Но никак не сгенерировать пару фотографий и ждать, пока кто-то у вас их купит. А что касается самого Midjourney, он стал работать намного лучше, генерирует намного качественнее изображения, даже без использования самой функции Creave. Вот такой вот выпуск получился. Мне очень главное было вам показать реальные результаты, потому что было потрачено очень много времени на тесты, чтобы вы для себя сделали вывод, чтобы вы себе сэкономили время. Поэтому буду благодарна лайку, комменту. До следующей встречи. И у меня, кстати, через 3 дня день рождения. Самым большим подарком будет для вас, если вы поддержите это видео и прокомментируете, пролайкаете его. Пока.